Тарас Миронович, вы с такой любовью говорите об истории, и помню, что и на истфаке в мое время, когда я учился, было очень много студентов абхазов. Это в крови абхазского народа, такое, как традиция, как отношение к истории. Это, вы знаете, жизнь заставляет, значит, вот я юрист по образованию, но историей я занялся только для того, чтобы показать, что мой народ не последний вот в созвездии всех народов. Ну, моя дочь защитила диссертацию кандидатскую на историческом факультете, на вашем факультете, поэтому, конечно, к истории тяга, она только связывалась с тем, чтобы показать, что мы существуем давно на этой земле. Обратимся к современности. Сейчас, по крайней мере, в некоторых российских СМИ появляются публикации, на которых обращается внимание на роль Абхазии, ну, с точки зрения, допустим, реализации одного из самых главных проектов нашего ближайшего будущего, это Сочинская Олимпиада. У меня такой вопрос. Вы, как человек, хорошо разбирающийся в реалиях современной Абхазии, насколько тесными являются экономические отношения между Абхазией и Россией? Какую роль Россия сейчас играет в экономике Абхазии? Вы знаете, практически ситуация непростая. Вот после войны, казалось бы, да, Абхазия поднесла такой огромный ущерб по всем направлениям. Если кто-то бывал из вас в Абхазии, он, наверное, видел, сколько там разрушенных еще объектов, которые не восстановлены. 16 лет Россия по просьбе Грузии держала Абхазию в полной блокаде. Воздушная, морская, автомобильная. Легально, легитимно в Абхазию завести что-либо было невозможно. Все делалось либо контрабанда, либо разными путями. Поэтому признание Абхазии как раз вот это не начинает потихонечку убирать вот эти вот препоны, которые существуют для возрождения экономики Абхазии, особенно для туризма. Потому что в советское время, я помню, было такое, когда председателю правительства СССР Косыгину сказали, что вот в Абхазии проходит Каспийская шельф нефти, жила. Он сказал, нефти у нас на севере достаточно. Абхазия всесоюзная здравница. И она действительно вот в этом направлении развивалась. Почему все остальные сферы экономики, она как-то не обращалась на это внимания, поскольку все-таки всесоюзная здравница была. Поэтому, исходя из этого, конечно, связи у нас были, но не такие вот экономического плана. А сейчас, когда объявлено о том, что, значит, вот в Сочах будет проводиться, значит, вот Олимпиада, действительно встал вопрос, где интерес Абхазии, где интерес России. Значит, Россия, понимая, что очень многие инертные материалы, необходимые для строительства, находятся в Абхазии, на территории Абхазии. Поэтому вот все, потому что там будет строиться сейчас вот деревоперерабатывающий завод, цементный завод и так далее, для того, чтобы полностью оснащать мрамор, значит, все вот материалы необходимые. Все будет браться из Абхазии. Очень много, поскольку это близко, это рядом, поэтому сейчас железная дорога восстанавливается, автомобильная дорога практически уже полностью она асфальтирована до границы, до тех мест, откуда что будет вывозиться, плюс морская сейчас то же самое, связь налаживается. Поэтому здесь, конечно, то есть Перспективы большие. Да, Абхазия имеет огромный потенциал для того, чтобы снабжать вот строительство Сочи. Со своей стороны Россия, конечно, взяла по полную свою, я бы сказал, покровительство Абхазии. То есть там введены, правда, небольшое количество с точки зрения масштабов, но, по крайней мере, пограничники, военные служащие, которые имеют свои там базы для того, чтобы никакой агрессии новой уже со стороны никого не произошло. Ну и плюс, естественно, финансирует. Вот одну часть финансирования. Народ, который там находится. Да, конечно, инфраструктура еще очень слабая. Очень много чего надо делать для того, чтобы довести, значит, курорты, отдых Абхазии до международного мирового стандарта. Но я думаю, что раз уж граница открыта, то потихонечку связь наладится. Инфраструктура не восстановлена пока до конца, я имею в виду пансионатов, домов отдыха. Там еще очень много. Вы понимаете, если ежедневно до 200 автобусов едут в Абхазию, скажем, на Афонские пещеры, на озеро Рица, Пицунда, Гагра, Сухумский обезьяний питомник, ботанический сад посмотреть ежедневно.
это летом, во время курортов. Конечно, какая богатая возможность для общения и так далее. Конечно, надо много еще строить. Но сейчас вот я знаю, экономические, значит, инвестиции в Абхазию расширяются. Допустим, вот сейчас вот Роснефть построила там автозаправочные станции для того, чтобы лучше, качественнее обеспечивать, скажем, автомобили современным горючим. Значит, там строится очень много торговых центров. Там сейчас намечено вот восстановление всех этих объектов. Там же очень много были дач, резиденций, руководителей Советского Союза. Поэтому, конечно, там благодатное место, дай Бог, чтобы все это восстановилось. Ну и людям будет все-таки удобнее, потому что жить-то надо, развиваться надо. Вы знаете, люди вздохнули хоть. В советское время, даже по своему опыту, это же было одно из самых любимых мест отдыха, куда из Москвы люди приезжали, когда не было еще никакой ни Турции, ни Египта. Ну, по крайней мере, каждый год на озеро Рис поехать. Каждый год глава советского государства или коммунистическая партия Хрущев вообще каждый год приезжал, а иногда по несколько раз привозил всех международных деятелей. Я ж помню, это же самое. И после Хрущева там тоже все время приезжали первые лица коммунистических партий со всего мира на отдых приезжали, главы государств приезжали. Значит, Брежнев там облюбовал место встречи, общения с людьми. Поэтому Горбачев такую шикарную дачу под себя там построил в Мюссерах. Это же шикарные места. Красиво жить не запретишь. Абхазские студенты по-прежнему приезжают в Москву учиться? Не иссяк поток? Не иссяк. Вы знаете, я вам скажу, вот буквально в течение месяца 3 защиты диссертации абхазских аспирантов. 3 защиты. Значит, я как бы слежу за этим делом, но ежегодно Россия предоставляет лимиты или льготы для поступления в высшее учебное заведение. России по всей. Ну и помимо этого очень много приезжает, поступает на учебу. Понимаете, преимущество абхазских, ну, я бы сказал, абитуриентов, а потом и студентов заключается в том, что обучение в Абхазии на русском языке. То есть, и эта подготовка, конечно, она дает себя знать, ну и слава богу, пока происходит хорошо. Сейчас, по моим подсчетам, где-то около 600 студентов учатся в Москве. Специальности какие выбирают? Разные. Разные. То есть здесь все специальности. У нас есть студенческая сейчас организация молодежная. Вот я регулярно провожу разные конференции, круглые столы, чтобы они могли общаться и интеллектуально развиваться. Ну и со старшими, и с разными специалистами, для того, чтобы дать вот этот провод. Но кадров очень мало еще. Вот именно тех, которые, вот, допустим, сантехник, строитель, вот эти вот профессии, еще, конечно, недостаточно имеются в Абхазии. Как по вашей оценке, когда произойдет прорыв с точки зрения дипломатического признания Абхазии? Вот Советскую Россию стали признавать через 7 лет после... Ну и через 20 лет Америка ее признала, Россию. Да. Это все зависит от того, если уж быть совершенно откровенным, от того, какой престиж на международной арене будет иметь Россия. Чем сильнее, мощнее, самодостаточная Россия будет, тем быстрее будет признание Абхазии. Ну, я имел встречу с, я бы сказал бы так, учеными-исламистами арабских стран. И они, у них большая конференция была, и вот мы с ними общались о признании Абхазии. Все они, вот с кем я говорил, все они говорят, да, Абхазия заслуживает того, чтобы ее признали, и мы готовы воздействовать на свои правительства, но Абхазию можно признать только в увязке с Южной Осетией, а это не хотят признавать. Поэтому еще и это такая небольшая помеха для того, чтобы мы, я, например, считаю, что сегодня объективно ситуация так сложилась, что Абхазия и Южная Осетия это как близнецы-братья. Связки постоянно. Поэтому признать одну, а не признать другую, но я думаю, что это никуда не годится, наверное. Поэтому вот это еще есть определенное так.
Спасибо, Тарас Миронович.